Ты чё, сука? Хороший инструмент? Какие тут кнопки? Здесь никаких больше кнопок нет. Жабры, нахуй, как у сама. Ну и ебнейшая ты срань. Ай, здрасте, с вами Даня Крастер, это ваша любимая рубрика «Зашкварные инструменты», которая теперь так называется, потому что YouTube нам запретил называть ее «Дерьмовые инструменты». Ну вы же все знаете, что это дерьмовый инструмент. Подайте мне подарочек, пожалуйста. Новая игрушка. В коробке как от плойки, но не плойка. Погнали. Итак, сварка у нас в гостях сегодня вот такая прекраснейшая. Сколько она стоила? Моя не покупаю. Спидели. Спасибо. 7723. Ты б 17 не согласовал. 17 800. 23. Так сколько, блядь? Ёпты. Сколько? 7723. Короче говоря, 7 тысяч, 8 тысяч это стоит. Любите вы эту рубрику? Хоть ничего руками не делай, каждый день покупай себе какое-нибудь говнище и пробуй и рассказывай, вам надо оно или нет. Сопла у нас есть. Я уже все потерял. Здесь у нас есть сопелки для проволоки 0,8 мм. Да, угадал? 0,8. И 1 мм упал. И вот эта вот таинственная шайба, знает зачем она нужна, наверное, для катушки какой-нибудь. Нет, это направляющий для проволоки. Щеточка, смотрите какая, очищать. Да с постукачеством. Достаем аппарат, похож на пылесос на самом деле. Бытовой инструмент настоящего мужика. Работает ли он как надо, не знаю, сейчас посмотрим. Фирма Азуна, называется MiG-120F. Инвертор Велдер. В принципе, в то, что можно упаковать в такую конструкцию инвертор сварочный для полуавтомата, я верю, но сделали ли это хорошо данные господа, посмотрим. Пластик сходу не самый дешевый, но и не зашкварный, где-то ровная, хорошая такая середина. Есть у нас дупло, в смысле сопло, в смысле, хобот, он не гнется. Хотя было бы удобно, чтобы можно было как-то вот так вот на весу его, наверное, наклонить. Не знаю, посмотрим. Давайте смотреть. Провод массы. Я его могу продавить до середины практически. Это значит, что там масса не особо. У меня массы больше. Особенно в нижней части. Вот это масса. Это у нас на TIG аппарате. Мы ее, по-моему, сами вешали. Вот это у этого аппарата. Диаметр примерно миллиметров 6. Квадраты сами посчитайте. С другой стороны, на китайском сварочнике, который 5 в одном, у нас примерно такая же история, только жил там как будто побольше, погуще. В общем, масса тут жиденькая. Ёб в рот, она еще и алюминиевая внутри, это объединенные провода. В комплекте у нас объединенная, я ее так назову, масса. Мы ее сразу кидаем на стол, посмотрим, что еще есть. Это, скорее всего, проволока, да? Да. Чпынь. Сука, одни 3D принтеры вокруг, один электрический. Дома только и делаю, что постоянно новые катушки разматываю. Не могу остановиться печатать, просто пи***ц, как 3D принтер дома появился. Хоть стой, хоть падай, вообще все с его помощью делаю. Открываем данный аппарат. Ставим на свои места проволоков. Здесь у нас он идет в направляющий, зажимается роликом. Давай, блин. Наверное, здесь все волшебным образом произойдет само, если это в электричество включить. Хуякс! Ай! Гудеть начала страшная. Не, ну-ка. Закручиваемся. Не хочет подавать. А почему? А потому что, наверное, другой стороной надо, да? Кто придумал инструкции? Кому они нахуй нужны? Тут сразу и проволоку видно, и вот эту всю херню. Оно как бы удобнее, да. Наверное, так и должно быть. Да сука! О! Залез.
Экс. Экс. Жмем-с. Сука, захват. Ну давай. Я тебе пиво куплю. Пошел. Что происходит, блядь? Ну, эта хуйня не работает. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Рубрика «Зашкварные инструменты». Всего доброго, покупайте хороший инструмент. Меня тут научили, как проверять пилу на правильную пригодность. С ума сойдете, как все просто. Короче, прикол кроется в том, что она точь-в-точь как гоночная машина. Сначала проверяешь шину. Это эта штука, на которую цепь вешаешь. Далее проверяешь, что нормально нацепил цепь. Здесь она 16 дюймов и 56 звеньев. Как и в авто у бензопилы, мотор — это сердце процесса. Сердце, кстати, объемом 39,6 кубиков и 11 500 оборотов в максималке. Ну тут тоже как с машиной ориентируемся. Скоро послушаем, как по дереву звучит. Без чего машина не поедет? Правильно, без бензина, поэтому чекаем бензобак. За час, как я понимаю, она потребляет чуть больше полбака. Окей, финально чекаем, как рулится этим брутальным инструментищем. Смотрим, чтобы вправо-влево было удобно. И заводим. По звуку хороша. Мотор как ревет. Идет плавненько, как гоночная тачка на траке. Надеюсь, эта вставка была вам полезна, а помогала мне сегодня бензопила Champion. Международный бренд с британским бунтарским характером. Ты шо, сука, думала, я просто так сдамся? Нет, я не сдамся. Ура, блядь. Он выполз из своего гнезда. Засовываем. Теперь главное в сопло попасть, и все так охуенно удобно уже сразу же. Потому что у меня нет проблем таких абсолютно с обычным статичным полуавтоматом. Там если проволока пошла, она пошла нахуй сразу до конца. Ну как нахуй? Ну куда надо, короче. Здесь давайте вытащим еще. Сделаем ровный кусочек этой проволоки. Откусим, блядь, чтобы она была ровная. Еще пилкой для ногтей, блядь, с разных сторон ее надо будет пошукать туда-сюда. Залезла, ура! Вы прекрасны, я счастлив. Зачем здесь это сопло? Хуй понятно, потому что защитного газа здесь нет, то есть его можно хуй сразу снять. Оно, скорее всего, тупо стоковое, потому что собрали из того, что было. Правильно? Зачем еще оно здесь может быть? Я не вижу здесь нигде соединителя. Вот это сразу разберется стопудово. Она вот просто нахуй отвалится. Защелки, как на детских конструкторах. Фурнитура говно здесь редкостная. Итак, меры предосторожности. Поражение электрическим током может убить. Это я знал с детства. Дым и газы могут быть опасны. Это тоже, да. Дуговые лучи могут обжечь глаза и кожу. Сварочные режущие искры могут вызвать пожар или взрыв. Ну, это все ежедневная наша практика. Чего уж тут. Выживаю, как могу. Летящие металлы или грязь могут повредить глаза, горячие детали могут обжечь, скопление газа может травмировать или убить, электромагнитные поля могут представлять опасность для здоровья. Вот это я первый раз, блядь, слышу. Короче, инструкция здесь есть. Из настроек у нас тут присутствует вольтов регулятор и амперов регулятор. А где регулятор, сука, движения проволоки, скорости? Мне бы вот посмотреть. Можно поставить проволоку 0,8 или проволоку 1 мм. Соответственно, вот здесь тоже это отражено. Как я уже и сказал, здесь нельзя применять газ, то есть дополнительно куда-то подкинуть проводом. Хотя было бы классно, было бы удобно, если бы я небольшой баллончик еще мог сюда подсоединить и варить, как нормальный, взрослый, цивилизованный дядька в 21 веке в среде защитного газа, аргона, дугона, прогона, барагона. Здесь исключительно можно использовать вот эту вот, как они ее называют, флюсожильный режим. То есть вот эта вот проволока, она внутри уже идет с флюсом. Как обычная электродная сварка у нас идет в обмазке из вот этой присадки. Когда вы варите, она стеклуется сверху и защищает шов, чтобы он там, блядь, был качественный и хороший. Здесь
это все в проволоке. Нажмите и удерживайте кнопку «Выбор» в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Синергия». То есть эта хуйта работает и в ручном режиме регулировки, и в синергетическом, как один из любимых мной полуавтоматов, в котором я варил аж с самого Королева. 8 лет получается практически. Ну, давайте смотреть. Знаете, что меня вводит в смятение? Во-первых, вот эти щели, блядь, жабры, нахуй, как у сама, куда при желании мизинец, наверное, пролезет. А там, сука, эти ваши киловольты, конденсаторы такие, что я ебу. Прикиньте, вот вы варите что-то такие, заебали, и у вас проволока в этот конденсатор попадает. Не круто это, короче. Так, облачаемся в свежепомененный защитный щиток для маски. Ебать, я вижу все. Почти. Да какого ж ты хуя? Что мне все сегодня голову-то быть норовит, а? Работать-то будем сегодня или чегой? Короче, сначала варим на ручном режиме, потом варим на синергетическом. Смотрим, насколько это все говно различается, смотрим на провар, на всю хуйню. Ихало. Слушайте, а знаете, чего я вам хочу сказать? Во-первых, воняет флюсованная проволока, я обычно не варю. А так в целом варится очень приятно. Шкварчит, и дуга достаточно стабильная. Первое впечатление очень приятное, как будто маслица на хлеб намазываешь. У меня бывает в дорогих аппаратах, как криво что-то провернешь, проволока начинает втыкаться, стрелять, там вот это вот все. Здесь такого нет. Здесь такого нет. Я не скажу, что это дерьмовый шов. Ну, только от сварщика, конечно, зависит. Он не лучший. То есть видно, что неравномерно немного это говно все ложится. Понятно, что у 3 миллиметров или даже 4, сколько здесь, настройки у нас совсем не для того, чтобы варить такую толщину. Но в целом выглядит очень многообещающе. Щеточка здесь, конечно, пиздец вообще позорная. Пожалели, короче, железного бобра на нее ощипать, поэтому я ее выкину нахуй сразу же. Это дрист. Вот, в нашей области водятся богатые на щетину бобры металлические. Мы одного такого изловили, было дело. Теперь у нас есть классные щетки. Ты чё, сука? Хороший инструмент. Я вот не пойму, V это скорость проволоки. Ну-ка, давайте заценим. Нет, это явно не скорость проволоки, потому что она не менялась. И очень странный момент. Он сначала начинает медленно, а потом разгоняется и начинает тарахтеть. Быстрее ее подавать. С чем это связано, хер его просышь. Но давайте попробуем на максимум ампера ему вжарить. Всего максимум. И посмотрим, прожжет ли он вот эту железку. Потому что инструкцию я один хер не дочитал. Какой металл максимально варить не говорят. Но в технических характеристиках пишут, что сварочный ток 40-120 ампер. А 120 ампер это у нас 5 миллиметров, короче, плюс-минус. Как раз 100-165 это 4-5 миллиметров, 4 миллиметра это 90-100, и как раз вот 4-5 мы сюда отлично попадаем. Я выставил все на максимум. Давайте посмотрим, прогревает ли он его насквозь. Воняет пиздец, конечно, эта история с флюсом.
белые нити какие-то у нас летают. Разлетается все это говнище ужасно вообще. Я, пожалуй, пшикну нашим антипригарным спреем. Потому что есть некоторая заеба с тем, чтобы потом стол очищать от этого всего. Не лучший шов, конечно же, с моей стороны. Немного перевалил. Возможно, не догревается. То есть дуга у нас не хватает мощности, не хватает силы тока. Посмотрим с обратной стороны. С обратной стороны все замечательно. Металл прогревается. То есть 5 миллиметров предел, который по току здесь заявлен. На мой взгляд, варить можно. Сварщики, скажите мне. Несмотря на то, что флюсованная проволока, во-первых, в кругах профессиональных считается говном, да и я ее тоже не люблю, шов не худший, да даже хороший шов. Видал я и похуже швы на всякой лофт-мебели, которые всякие голодранцы в гаражах собирают. Причем постоянно вижу, я начал ненавидеть лофт-мебель. Но мы сегодня не про мебель, мы сегодня про железки, а в частности про инструменты. Давайте распилим, посмотрим, что внутри. А я вам напоминаю, что наш мерч можете купить по ссылке в описании. Например, футболки суперплотные из хлопка с принтом, сделанным шелкографией от художника панковских клипов. Не менее охуительные худаки с премиальной вышивкой, которая переживет хрен знает сколько стирок. Она вообще вечная, притом ткань настолько плотная, что весит он в районе килограмма. Мерч получился настолько качественный, что это не просто поддержка нас, это реально охуительная вещь сама по себе. Брелочки из нержавеющей стали, они вообще вечные. Нашивки 5,7 см на клею и на велкро-липучке. Наша фирменная разработка. Карандаши разметочные, столярные, строительные, с линеечкой. Их можно использовать как штангенциркуль. Также мы добавили товары со старым лого, носочки из 100% хлопка и эмалированные кружки с нанесением горячей деколью. Ты ее хрен чем сотрешь, только скалывать. Не упусти свой шанс зацепить. Я мудак. Здесь же после плазмы на закалено все. Ой, штанам-то тепло. Давно этого не чувствовал. Вот так вот это дело выглядит в разрезе. Обожаю разрезать вещи. Не знаю, что больше, разрезать или взрывать. Я вижу, что шов достаточно однородный. Насколько у нас ушел провар, давайте посмотрим, окунув все это дело в азотную кислоту. Клик. А кто вообще сказал, что таким способом можно увидеть провар? Тот валик, который мы навалили, я вижу, что он практически вровень с поверхностью. Выводы делайте сами, как будто сварка просто лежит на поверхности. Та темная часть, которая под ним находится, будем считать, что это прогретая часть. Сейчас то же самое постараемся провернуть на нашем полуавтомате 120 ампер. 20 вольт получается. Здесь единственное у нас на газу все это дело будет. Поэтому уже чуть-чуть нечестно. Здесь есть только, вольты и скорость проволоки. А амперы... Вот, блядь, умная хуйня слишком. Не люблю я, когда техника умнее меня. Люблю, когда все можно, как я хочу. Короче, нельзя там отрегулировать амперы вручную, что весьма жаль. Сука, еще один аппарат хочется для этого. Поставил я 20 вольт, так же, как и здесь. Давайте посмотрим, его распилим, и его также протравим, посмотрим, как различаться будет картина. Глаза. Да хуя проволоки. Все равно очень жирный шов, блядь, как толстая гусеница получается. Окей, мы его пилим и смотрим на его внутренности, насколько он проплавляет, прожигает. Если мы посмотрим вот сюда, мы обратим внимание, что провара здесь вообще нет. То есть вровень с вот этой вот поверхности мы навалили шов, а вот здесь и шов жирнейший, плотнейший. Вообще, честно говоря, это не лучший варик. Потому что когда он и потоньше, и провар поглубже, то здесь, в любом случае провар уже появляется.
То есть, соответственно, какой-нибудь, ну, ебучий забор из миллиметрового профиля этой штукой сварить можно. Что-то более ответственное, какое-то нагруженное, толстое, ну, я не знаю, в декоративном, короче, варианте, да, швов напиарить. Но чтобы это было качественно, хорошо сварено, конечно же, такой аппарат не подойдет. Точнее, вам расскажут про всю эту херню сварщики, потому что мои полномочия на этом все. Я как бы глубже-то уже и не знаю. Там бездна, на самом деле, этого материаловедения, там всякой рекристаллизации металлов. Короче, вот эта картина мне нравится больше. Последнее, что хотелось бы здесь посмотреть, этот так называемый синергетический режим. Я, честно говоря, не знаю вообще, как он здесь включается. Переключатель режима для переключения сварки, это оно вот это, да. При превышении рабочего цикла загорается индикатор защиты. А сколько у нас цикл работы? Много раз буду повторять, у профессионального инструмента от любительского, бытового или полупрофессионального. Отличается он, конечно же, ресурсом, мощностью и циклами работы отдыха. То есть вот этой штукой вы долго, целый день, там 8 часов работать не можете. Да и той, на самом деле, тоже не можете. Даже у профессиональных есть, если они не промышленные, не автоматические, цикл работы, и ему надо дать отдохнуть какое-то время. Синергетический миг. Нажмите и удерживайте кнопку «Выбор» в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Синергия». Нажмите кнопку «Выбор» на флюсовые проволоки. Скорость подачи проволоки и напряжения будет автоматически устанавливаться путем регулировки диаметра проволоки. 3 секунды прошло. Флюсованная 0,8. Пробуем. Ну и ебанейшая ты срань. У нас в 0 все выкручено. Возможно, не включился режим вот этот. То есть это он на ручном стоит. Давайте еще раз. 1, и 2, и 3, бэм. Нет, это до сих пор ручной, самые маленькие настройки. 1, 2, 3, хуй. 0,8. Синергетическая. Нет, это говно. Я не понимаю, как выбрать синергетический режим. Какие тут кнопки? Здесь никаких больше кнопок нет. Скорость подачи и напряжение будет автоматически. Может быть, нам просто надо регулировать. Типа сварочный ток побольше. Нет, он не выходит у меня, короче, в этот режим вообще никак. Давайте попробуем в ручном режиме. Тем более режим стоял для проволоки миллиметр. Да, вот, видимо, в чем прикол. Вышел он на этот режим. Здесь мы регулируем в синергетическом режиме исключительно силой тока, насколько я понимаю из этой инструкции. И он достаточно сильно жарит, я вам скажу. То есть хватает для того, чтобы медленно и медленно навалить вот здесь угловой шов. Мне синергия, честно говоря, не очень нравится. Вот это угловой шов в синергетическом режиме. Ну, насколько я вообще могу справиться. Я не очень опытный сварщик, но и не совсем, типа, безрукий. Можете обратить внимание. Типа, видел я швы похуже, честно говоря. И получше тоже видел, но вот это как бы нормально. Для сельской местности сойдет. То есть вы можете приварить у себя там в гараже какую-нибудь полку, стеллаж какой-нибудь сварить, в целом сойдет. Да, флюсованная проволока, под краской, может быть, вот эта вот начнет как-то корродировать, пучить.
Хотя она, по идее, нейтральный pH должна иметь. Ну, вот этот вот флюс. Не знаю, в общем. Выводы сами делаете. Давайте попробуем ручной режим и продолжим шов. У меня вопрос. Почему буква А отвечает за скорость движения проволоки? Вот, ну, по логике. В и А — это параметры электричества. Почему, когда я кручу А, он начинает быстрее крутиться? Значит, синергия включена до сих пор. Выключаем. Включаем. Вроде перестроился, ни хера непонятно. Типа никакого ни звукового, ни индикатора, что в другой режим встал. Ну могли бы один светодиод добавить лишний, типа синергия, ручное. Или здесь как-то обыграть, чтобы он пикнул 3 раза. Ну ни хера же не видно. Это, конечно, посос. Ладно, сейчас у нас вроде как ручной. Нихуя не ручной. Пиздец. Очень неприятное управление у всего этого говна. Честно вам скажу. Я так и не понимаю, это синергия или не синергия. Буду крутить сейчас прям в процессе, чтобы отладить его для того, чтобы класть нормальный шов. А хуй у меня остается. В итоге на максимум все въебал и так и вел. Еще и промахнулся. А в гараже таким дерьмом варить я вам вообще дико не советую. Там, где есть закрытое пространство, где нет нормальной вытяжки, это пиздец. Вы просто вообще все будете в дыму. Давайте смотреть, что вышло. Вы знаете, я, честно говоря, даже немного в положительную сторону мнение насчет флисованной проволоки свое поменяю все-таки за сегодняшний день, потому что, ну, раньше я и пару раз пробовал, у меня прям совсем редкостное какое-то дерьмо получалось. Здесь же, в принципе, ну, я, конечно, здесь вроде как бы нормально начал, да, потом меня немного вниз вот сюда повело, и я ускорился. В общем, немного завалил этот шов. Пожалуй, еще раз пройду вот здесь. Давайте посмотрим, что можно добиться. А самое главное, что дуга устойчивая, достаточно приятно в целом шкварчит. Это удивительно. Ну, короче, вообще не стыдный шов, если честно, с флюсом получается. Все, это мое конечное мнение. Варить флюсованной проволокой можно, если настройки подходят. И этот аппарат, короче, типа могет. Не знаю, я первый раз встречаюсь с такими штуками, но хотя, честно говоря, он ничем не отличается от инвертора полуавтоматического любого другого. Просто до этого я работал на газу, а этот в форм-факторе пистолета сделал. Ну, посмотрите. Ну, что это, блядь, плохой шов, по-вашему? Не лучший, даже, может быть, и не средний, но это не плохой. Последнее, что бы я хотел с ним проверить, это на самых аккуратных, мизерных настройках, как он работает с тонким металлом. Тонкий металл для полуавтомата будем считать 0,8 миллиметра. Сейчас еще сам себя прочекаю. 0,8 это или не 0,8. Блин, тут тоже заказываем самое дешевое. Недавно был на Европе Плюс с Александром, там, ведущим, беседовали. Он говорит, как будто ситуация изменилась. То есть китайская, которая приходит в Россию, даже самое дешевое, то, что по низу рынка можно найти, оно уже не такое супер хуевое, как было, ну, типа, 6 или 8 лет назад, когда мы обозревали болгарку за 300. А запах, прям такая конкретная, блядь, пепельная изоляция. Такое ощущение, как будто она горит во время работы. Когда в
магазинах с всякими инструментами и строительными материалами можно было найти прям, ну, вообще шлак ебаный, который вообще, ну, типа, невозможно. Вы помните болгарку за 300? Она пиздец. Да, это 0,8 металл. А здесь давайте ставим на минимум и будем пробовать что-то варить. Проволока подается настолько медленно, что у нас практически какой-то пультстик получился. Ля, нихера себе. Сварился. Ну, очень дерьмово шов выглядит. Ну, такой сраненький, не ювелирный шов, но металл сварился на просвет. Нету дырок, то есть он однородный. Ну, зрительно однородный. Понятно, что не разрушающий контроль трахнет меня во все щели, но для сельской местности очень даже. Ну, вот здесь есть одна дырка, вот здесь вот, где я еще не приноровился. Может быть, щель в конце, где я не доварил. А весь вот этот вот участок, как вы можете заметить, здесь просветов нет, и это интересно. Тут уже начал прожигать. Вы еще тут? Что я увлекся тут, короче, всеми этими делами сварочными. Ну, в общем, варить тонкий металл полуавтоматом с проволокой, ну, типа с флюсом, такое себе удовольствие, вообще не та история. Но если обратить внимание на, допустим, разогревание металла по краям и однородность, ну, блядь, однородность это тоже хер назовешь. Так насрано. Ну, такое, конечно. Вот миллиметр и выше таким аппаратом варить можно в целом. 0,8 уже мало приятного. Я пока вот здесь пытался приноровиться, попрожигал, покрутил туда-сюда настройки. Короче, какой вердикт? Это не дерьмовый аппарат, потому что в нем есть все то же самое, что есть и в большом, только быстрее все это нагревается. Использовать его можно, это не полный шлак. Но есть, конечно же, вопросы. Вопрос, в первую очередь, у меня вот к этой крышке. Она у вас разъебется, конечно же, развалится, но он и без нее будет работать. Дешевейшие всякие вот эти вот элементы фурнитуры. Вот здесь непонятно, когда он переключается на синергию, когда переключается. Очень открытые вот эти вот дупла с вот этим вот вентилятором, куда все стопудово налетит, все засрет и в один момент коротнет к хуй собачьим. А если бы я был еще более подкован в электронике, мы бы еще внутрь залезли и посмотрели бы, как там все устроено. Но с виду я вижу, что довольно неплохо все собрано на каких-то мощных деталях. В общем, что я хочу сказать. Работать им можно. Удивил ли он в какую-то из сторон? Скорее всего, в положительную сторону. Выбор, конечно же, за вами. Наше дело бабла потратить, попробовать и посмотреть, на что вообще аппарат такой годен. Конечно же, настоящий полуавтомат и баллон со сварочной смесью, аргоном, углекислым газом, или, как я уже сказал, со сварочной смесью, которая включает в себя там углекислый газ, всякие присадки, всегда лучше. Ну а так, что, переходите на другие наши видосы, вот здесь они появились. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, комментарии. Как обычно, с вами БНБ, Даня Крастер. Увидимся через 2 недели. Был.